Чувствуешь запах денег? Это от меня. Да, Коля, здесь просто очень жарко. Конечно, и все мои деньги выходят наружу. Доброе утро, друзья! Это Орел и Решка. И мы на Средиземном море. Мы на Кипре. Вот, Коля, ты знаешь, говорят, что Кипр – это курорт для пенсионеров. Машка, именно поэтому я тебя сюда и привез. Нет, я хочу доказать то, что здесь можно вообще отрываться по полной программе, так что потом еще неделю будут болеть мышцы, понимаешь? Давай подбрасывай. Орел. Решка. Нет! Попадашь в налоговую декларацию. А я буду отшиковать здесь. Вообще. Я буду шиковать, ты будешь пшиковать. Да, буду пшиковать и тусить, Коля, вообще, и веселиться. Неважно мне, с рюкзаком, без рюкзака. До свидания. Ну что, друзья, 20-й, как говорится, юбилейный. Теплые воды Средиземного моря. 300 солнечных дней в году. 50 идеально чистых пляжей. И развлечения на любой вкус. Добро пожаловать на Кипр. Встречайте самый морской сезон «Орла и Решки». Обменяв доллары на евро, я отправилась искать транспорт до ближайшего города Ларнаки. Такси стоит $20. Остается автобус. Ну все, он скоро придет. При очень большом желании до города можно дойти пешком. Но у меня, если честно, большого желания нет. Да и стоит автобус всего $1,5. Спасибо огромное. До города 8 километров, а значит, через 20 минут я буду на месте. Я решил, что для финальной программы нужно взять что-нибудь сногсшибательное. Ламборгини. Боги, какая она! Вау! Вау! Lamborghini Murcielago. Итальянский легендарный суперкар. В его сердце моторе 6,5 литров и 12 цилиндров. В одной упряжке 640 резвых скакунов. И разгон до 340 км в час. Настоящая. Да, моя госпожа. Я иду. Но самое главное — это ощущение, которое испытываешь, находясь за рулем этого автомобиля. А ведь когда садишься за руль Ламборгини, создается впечатление, что это не ты управляешь автомобилем, а автомобиль управляет тобой. Как будто бы он тебе подсказывает, куда поворачивать, что делать, на что нажимать. Вот он, знаете, доминирует такой. И ты вообще не против. Ты, когда садишься в Ламборгини, сразу понимаешь, кто главный. Ты говоришь, да? Да, моя госпожа. Что? Да, поехали. Да, конечно. Вот ты только нажимаешь на газ и взлетаешь.
Такое ощущение, что нажав газ, не стрелочка ускоряется на спидометре, а стрелочка замедляется на часах. Ты обгоняешь время, ты обгоняешь все, что вообще возможно обогнать. Lamborghini вообще не нужна магнитола, вообще не нужна никакая аудиосистема. Потому что вы послушайте этот звук мотора. Да ни одна песня в мире не сравнится со звуком, с этим шепотом мотора Lamborghini. Такое ощущение, как будто там сидит маленький дирижер и руководит лучшим в мире оркестром. Мне кажется, я влюблен в этот автомобиль. Я обожаю ее. Это она, Lamborghini, она, вы понимаете. Это так ясно. Ну, не может быть что-то мужского рода настолько прекрасным, идеальным, мощным. Ларнака – типичный курортный городок. Высокие пальмы, многоэтажные отели, длинные ряды лотков с сувенирами и уличными сладостями. И толпы туристов. Из достопримечательностей здесь есть водопровод XVIII века. Очень красивый водопровод. На воды нет. Так это потому что отключили на лето, как обычно. А также Огромное, нереальной красоты соленое озеро. Точнее, то, что от него осталось, потому что оно практически высохло. по легенде, когда-то на этом месте были пышные виноградники. Измученный жаждой святой Лазарь проходил мимо и попросил немного ягод у хозяйки поля, но та отказала ему. Рассердился Лазарь и проклял это место, превратив в бесплодный солончак. Как будто Антарктика или какая-то другая планета, вся белая. Но главная гордость Ларнаки – это сотни бездомных котов. Привет, сладкий! Ничего себе, сколько вас здесь! Обалденно! Это же просто мир котиков какой-то! Коты появились на Кипре в IV веке. В ту пору остров страдал от нашествия ядовитых змей. Для борьбы с ними сюда и завезли 1000 пушистых охотников. Ой, какие все голодные, господи! Так жалобно мяукают вообще. Кто без глаза, господи, кто грязный вообще какой. Ну, покушать, тебе же не дадут эти звери. Нет, не будешь так? А вот так. Он совсем малыш, он, наверное, еще такое не ест даже. Не царапайся! Ай! Отпусти, пожалуйста, такие когти, офигеть! Отпусти, пожалуйста! Слушайте, это даже еще экстремально немного. Все, что могла, я сделала, ребят. Отдала вам свой обед и часть своих штанов. Пока-пока. Это тебе. Конечно, запах твоего салона приятнее любых цветов. Но я хотел сделать тебе приятно.
самая главная достопримечательность курортного города — это, конечно же, море. Ларнака омывается Средиземным морем. Тихим, теплым и красивым. Но эти, на первый взгляд, спокойные воды бывают очень коварными. Берега Кипра сильно изрезаны скалами, разломами и рифами. А сильные подводные течения дополняют неблагоприятную картину. Если не знать местность, можно запросто сесть на мель. И за последние 30 лет здесь нашли свою погибель пару десятков кораблей. И дайвить к ним – одно из любимых развлечений туристов на Кипре. Сначала может показаться, что это просто морское дно. Но приглядевшись, вы замечаете гигантский винт корабля. Почти 40 лет назад здесь затонуло 172-метровое грузовое судно «Зенобия». В свой первый и последний рейс паром отправился с сотней грузовиков и 2 десятками человек экипажа на борту. И хоть людям удалось спастись, само судно из-за его огромного веса вытащить не удалось. И теперь его называют «Титаником» Средиземноморья. Несмотря на столь длительное время, проведенное под водой, корабль хорошо сохранился. И тут есть на что посмотреть. А потому Зенобия входит в 4 самых популярных мест для дайвинга в мире. Вырвавшись из когтистых лап моих новых друзей, я наконец пришла на центральный городской пляж. Но оказалось, что Ларнака – это семейный курорт, где отдыхают одни пенсионеры и пары с детьми. Если честно, я себя здесь чувствую не в своей тарелке. Ну, лет через 40 самое то. Приеду с внуками и хорошо отдохну. А сейчас не мое. Поэтому вся молодежь отправляется в соседний город – Айянапу. One, please. Ну что ж, поеду и я. Поехали тусить! А я решил исколесить все западное побережье Кипра и показать вам все его красоты. И первая из них — это пляж Петра Тура-Миу. Это массивные скалы, спокойные волны и разноцветная мелкая галька. А еще по легенде, именно здесь из морской пены родилась богиня любви и красоты Афродита.
Говорят, если оплыть вокруг этой огромной скалы, камня Афродиты, то это поможет встретить любовь. Правда, версии расходятся. То ли 3 раза против часовой стрелки, то ли 10 по часовой. Поэтому, чтобы уж наверняка плавает и так, и так. Ну и я тоже попробую. Любовь лишней не бывает. Здравствуйте, девушка. А вы верите в знаки? Вот, например, знаете, что на этом месте родилась богиня любви Афродита? Мне кажется, это знак. Знак сверху. Моя Ламборгини. Залезай внутрь. В смысле? У нас ничего не было. Это, ну... Слушай, прости, прости, но ты идешь пешком. Прости, пожалуйста. Ну, правда, я не хотел. Я не подумал. У меня ничего не было с ней. Ну, ничего ж не было. Моя хорошая. Спустя почти час я наконец добралась до Айьянапы. В отличие от тихой, скучной Ларнаки, тут повсюду бурлит жизнь. Толпы молодежи гуляют по улицам, катаются на квадроциклах, электробайках и картингах. Но настоящий эпицентр всего движа – это пляж Ниси-Бич. Песок тут ослепительно белый, бархатистый и чистый. Вода теплая, нежно-лазурного цвета. И развлечений столько, что глаза разбегаются. Скутеры, таблетки, бананы, катамараны, водные лыжи. А на набережной клубы, где тусовки гремят круглые сутки. Как же круто, море такого нереального цвета, пляж чистый, огромное количество людей, тусовка, движуха, все как я хотела. Думали, я буду просто так лежать тюленем на пляже? Не дождетесь. Можно и помыться заодно. Класс! К концу первого дня я добрался до самой западной части Кипра – полуострова Акамос. Здесь находится один из самых фешенебельных отелей страны – Аноса. Он занимает 85 квадратных километров площади, 2 десятка белоснежных вилл, покрытых черепицей песочного цвета, несколько бассейнов и собственный пляж. Что этот уикенд меня окружают одни королевы. Вот королева среди автомобилей, теперь королева среди отелей. Потому что Аноса так и переводится. Королева. Это круто. Дорого, правда, потому что, чем-то приходится жертвовать.
Хорошо, когда деньгами. Деньги это пыль. Здравствуйте. Я бы хотел самый лучший королевский номер у вас в отеле. Это ключ от королевской виллы. Спасибо большое. Пять минут на личном гольф-каре. И вот я и дома. Лестница ведет меня сразу на 2-й этаж. Спальня. Скромненькая спальня. Мне кажется, что это не основная спальня. Спальня, как и вся вилла, в целом выполнена в классическом средиземноморском стиле. Вот здесь спальня будет поприятнее. Приятные пастельные тона, мебель из светлого дерева и природные материалы. Ну идем же посмотрим, что на первом этаже. У меня все-таки двухэтажный номер. Ух ты! Ну это уже что-то, это уже больше похоже на номер, который стоит столько денег. О, как это мило. Они подготовили мне шампанское. Так вот ради чего стоило проходить все эти лабиринты. Вот она, корона моего королевского номера. А то мы, вы знаете, снимаем номера, снимаем разные дорогие, богатые, а шампанское всегда стоит, а мы его никогда не пьем. И это, это неправильно. Это, знаете, люди, которые готовили вот это вот, ну, знаете ли, специальные люди вот приносят шампанское, ставят в ведерко, они же обижаются. Чуть король не откинулся. Так, ничего ли? Не побил, нормально? Это трещина была до этого, нет? Да, была. Так. Нужно досмотреть номер все-таки. Владение своих. И здесь спальня. Здесь столько спальни, что спать не переспать. Ну и, наконец, главное преимущество моей виллы. Какая красота! Открытая терраса с обалденнейшим видом. Бассейн, море, горы. И это все мое. Это ли не счастье, а? Говорят, счастье, оно вдруг... Нет. Вот оно счастье. Меркантильное, но какое прекрасное. А в Айанапе вечеринки не заканчиваются никогда. Из местных баров и клубов гремит музыка, а улица превращается в сплошной танцпол. Тут со всех сторон разная музыка. Я не знаю, какую выбрать. Вход и коктейли для девушек бесплатно. Oh, for free! Ladies come in for free. Yes? Really? А заведений столько, что и за всю ночь не обойти. Тысячу в одном. Бесплатные коктейли, фейерверки. Новые друзья, музыка. Друзья, сейчас уже довольно поздно. И время спать. Но мне не спится. Потому что сейчас вот, считайте, это последняя моя ночь в сезоне. Эти мысли терзают мою голову, терзают. Не могу уснуть. Даже уже, смотрите, оператор мой уснул. Спит сладким сном. А я не могу. Но вы не следуйте моему примеру. По крайней мере, в этом. Спите. Спокойной ночи. В получасе ходьбы от пляжа находится хостел Фанни Блисс, один из самых дешевых в Айанапе.
Привет. Доброй ночи. Извините, ребята, я пытаюсь найти ресепшн. А у нас нет ресепшена. А, у вас нет? Окей, хорошо. Я хочу снять место в комнате. Есть одно место. Вот, это здесь. Доброй ночи всем. Это твоя кровать. Спасибо, мне нравится. Итак, в моих апартаментах есть душ, туалет, кухня и маленький балкон. Все очень скромно, но мне же здесь только одну ночь переночевать. Ну что я еще могу вам сказать? Это было очень круто. А сейчас просто спать. Доброе утро! Утро богатого туриста начинается с сытного завтрака и завораживающего морского пейзажа. Как будто утро 1 января. На этом праздник не заканчивается. Идем продолжать. Идем. Продолжать. Вас, наверное, удивило, почему я сел в джип, а не в свой Ламборгини. Да дело в том, что там, куда я поеду, Ламборгини не пройдет. А если пройдет, то не целиком. Let's go. На второй день я отправился исследовать полуостров Акамас. Это плантации фруктовых деревьев, холмы, поросшие густым лесом, и лагуны с кристально чистой водой нереального бирюзового цвета. К тому же на полуострове есть несколько необычных достопримечательностей, которые я и собираюсь посетить. Те, кто хочет отдохнуть от шумной Айянапы, могут отправиться на морскую прогулку на вот такой желтой субмарине. Который отвозит туристов подальше от суетливого города к живописным пещерам-гротам. Первая достопримечательность полуострова Акамас – это купальня Афродиты. Купальня Афродиты считается магическим местом, где богиня любви принимала ванны перед свиданием со своим возлюбленным Адонисом. И киприоты верят, что если искупаться здесь и попить воды, можно помолодеть. Ну, согласно мифологии, пьешь воду – молодеешь. Но я тебя прошу, не пей много, а то станешь как младенец. Но желающих сбросить лишние годы ждет неприятный сюрприз. Купальню давно облюбовали ядовитые змеи. И плавать здесь запрещено. Ну, может быть, когда здесь Афродита купалась, это место выглядело по-другому, и она, как говорится, высосала из него последние соки. Как-то не восторгает. Оказалось, что моя желтая субмарина – это целый развлекательный комплекс. Тут есть нижний этаж, Как там прикольно!
где можно полюбоваться красочными жителями Средиземного моря. Рыбки! Кроме этого, можно прыгать с вышки, съезжать с горки в море. Продолжаем веселиться! И, конечно же, все могут загорать на верхней палубе. Все это похоже на детский лагерь. Всех деток собрали, по расписанию привезли на водные процедуры, все по очереди попрыгали, а теперь едем на обед и потом на тихий час. Еще одно примечательное место на полуострове – тысячелетнее ущелье Авакос. Попадая в ущелье, вы словно идете в природном коридоре, который постепенно сужается. На дне течет небольшая река, а над головой нависают скалы. Его длина 3 километра, а высота 30 метров. На минуточку, это как 10-этажный дом. По словам моего гида, гулять здесь опасно. Время от времени тут происходят обвалы, и в любой момент вам в голову может угодить камень. Есть легенда, что этот камень ждет своего человека. То есть это будет проходить человек, которому он на голову упадет. Вот, и поэтому ты никогда не знаешь, ты тот человек или не ты. Вот проходишь, и только тогда ты узнаешь. Вот такая легенда. Я ее, конечно, придумал сам, но, согласитесь, звучит убедительно. Я добралась до одного из самых красивых мест на всем Кипре – мыс Кава Грека. Пейзаж просто невозможный. Здесь изломанный берег, какие-то раскрошенные скалы, маленькие пещерки, гроты, волны бьют. Красиво. Даже не знаю, эти камни, они похожи как на какие-то крошки, на какие-то разломанные части чего-то огромного, или как будто просто мокрый песок вот так вот жмякали руками, а потом разбросали, и все это застыло. Ну и, естественно, как о любом красивом месте, об этом месте слагаются миллионы легенд. И циклопы сюда приходили, и пираты прятали свою контрабанду, и у каждого камня своя магическая сила. Но мне достаточно того, что это просто волшебно, как красиво. Друзья, сегодня мы прячем 20-ю юбилейную финальную бутылку в этом сезоне. Поэтому нельзя ее вот так вот, знаете, бросить и уйти, ни в коем случае. Поэтому я подготовил стих. Когда мы прячем бутылку, мы прячем с ней часть души, чтоб тот, кто нашел эту жилку, тотчас измениться решил, чтоб снова стал верить в чудо и доверять волшебству. Улыбки взахлеб дарил людям, закат трогал на берегу, что в путешествиях не мешкал, собрал континенты в любви, чтоб это орел и решка стало вам частью семьи.
Мне кажется, к такому стиху, деньги вот это докладывать, 100 баксов, это только все пошлить. Поэтому $100 я оставлю себе, вам спрячу только записку. Бутылка с запиской, со стихом, который я наговорил, рядом с этой бутылкой. Буду ждать вас здесь. Да ладно, я шучу. Вот ваши $100, ребята, вот. $100. Мы знаем, что нас смотрят не только чистые, прекрасные люди. Иногда смотрит кто-то один меркантильный, вот мы его вычислим скоро, и тогда очистим нашу аудиторию. Это будет скоро. Меркантильный. Для тебя. Прекрасный мой. Для вас. Чтобы заполучить бутылку со $100 на Кипре, отправляйтесь в район пляжа Курион. Найдите ворота на входе в конный центр. Там, возле каменной вывески, вас и будет ждать плат от «Орла и решки». В этих кустиках. А еще мыс Кава Грека славится своими нереальными закатами, которые буквально гипнотизируют туристов. Ну что, друзья, 20-й выпуск. Закрываем морской сезон. Как же грустно прощаться с морем. Так не хочется уезжать. Если честно, я бы отдала просто все сокровища и даже золотую карту ради того, чтобы просто сидеть вот так у воды и провожать закат. Подольше. На обратном пути в Ларнаку я заехал в городок Лимассол, где находится популярный на Кипре ресторан Та-Пятакия. Друзья, отличный ужин – это не только вкусная еда, это еще и хорошая компания. А какая компания может быть круче, чем самый лучший шеф-повар страны? Роди Дамалис – киприотская суперзвезда. Он популярный телеведущий, писатель, фотограф и, конечно же, знаменитый шеф-повар. Между прочим, Роди – самый популярный ведущий кулинарных шоу на Кипре. Он также популярен здесь, как Макаревич в 97-м. Это смак. Отсюда Роди видно не целиком, и он похож на старого мастера, который отрабатывает свой кунг-фу. Секрет успеха его блюд в том, что Роди взял за основу национальную киприотскую кухню и внес в нее новаторские пикантные новшества. Ну что ж, посмотрим, чем повар-телеведущий удивит ведущего «Орла и решки». Итак, первое блюдо. Очень интересное блюдо. Апельсин, чурчхелло и свинина. Я даже не знаю, как это есть, наверное, правильно. Давайте попробуем в такой последовательности. Чурчхелло, апельсин, свинина. Интересно получается, что вроде бы чурчхелло, апельсин и свинина. Кажется, что-то должно преобладать, и тем самым блюдо должно иметь какой-то свой конкретный вот оттенок. Сладкое, либо наоборот не сладкое. А здесь оно вот как-то так круто друг друга балансирует, что у тебя во рту целая радуга вкусов. Балансирует. Вот. И теперь я понял, что значит сбалансированное питание. Вот он. Апельсин, свинина и чурчхелло. И блюдо второе. Это утка с зеленым грецким орехом. Между прочим, утку я ел до этого, а вот грецкий орех зеленый, жареный я не ел. Поэтому начну с него. Утка, подожди. Орех очень сладкий.
Мягкий, сладкий. Вообще, кухня Роди строится на парадоксах. Он такой, знаете, кулинарный Оскар Уайлд. Свинина с апельсиновым сиропом. Утка со сладким грецким орехом. Да идеальное сочетание, просто, ну вот, как Бонни и Клайд, как Бивис и Батхед, как Чип и Дейл, идеально. Роди, это восхитительно. Спасибо. Спасибо. Я рад, что тебе понравилось. Чин-чин. Это очень вкусно, разнообразно Да, и очень современно. спасибо большое. Ты как волшебник, чародей еды. Я пытаюсь им быть. Ты уже. О боже, как ты прекрасна, Ламборгини, ты невероятна. Я бы хотел, чтобы этот момент запомнился нам навсегда. Я бы не хотел, чтобы наши с тобой отношения строились на лжи, поэтому я тебе расскажу кое-что о себе. Золотая карта, она не моя. Ну, как бы она не совсем моя. То есть она как бы и моя, и не моя. Хочешь, мы с тобой будем видеться, когда она будет у меня? Кипр – это остров контрастов и бесконечной любви, Пейзаж просто невозможный. где размеренность и спокойствие сменяют безудержное веселье. А шумные пляжи чередуются с безлюдными холмами и ущельями. А еще Кипр – место, где рады любому туристу. Море, горы. И неважно, сколько у вас денег, развлечений и ярких впечатлений хватит всем и каждому. Здесь все для бэкпекеров, 1000 в одном. Будто Антарктика. Да идеальное сочетание, просто. Все, как я хотела. Прости, но ты идешь пешком. Что такие когти? Ну, специальные люди вот приносят шампанское, ставят ведерко, они же обижаются. Мария, Привет. добрый вечер. Как твои дела? Да как-то грустно, Коль. Чего это грустно? Не знаю, не хочется уезжать. Морской сезон заканчивается. Морской сезон, он не заканчивается. Он просто трансформируется во что-то новое. Мы не знаем, что, может быть, будет еще один морской сезон. Кто его знает? Никто не знает. Между прочим, мы в морском сезоне еще много всего не попробовали. Например, сколько раз была рыбалка, ни одной рыбы так и не вытащили. Точно, Ведь в морском-то сезоне. да. Серфинг. Не было серфинга в морском сезоне. Где серфинг? Морских коров так и не встретили. Так я за весь морской Не сезон... подергали за морское вымя. Это, между прочим, аргумент. А я даже удочку ни разу не держала за весь морской А ты сезон. золотую карту так иногда подпритрягивала, и все. Я поняла одну очень важную вещь. Какую, Маш, ты поняла? Ну-ка, На расскажи. море люди особенные, Коль. Они счастливые. А ты понимаешь, что есть люди, действительно, которые ни разу не были на море? Как? Нет таких людей, Маш. Есть. Что ты думаешь? Нет таких людей? Нет таких... Реально есть такие люди? Ребят, вы что? Как это не были на море? Бегом на море, чемоданы в руки и вперед! Мы для кого здесь 20 серий впахивали? Между прочим. Показывали море во всей его красе, а? Для А вы вас! еще сидите. Для вас! А давай, вы знаешь, что сейчас сделаем? Сейчас загадаем. Я волшебство доверю. Загадаем. Здесь монетку подбросим в море. И все, кто нас сейчас смотрит, вот буквально в течение 2 месяцев попадут на море. На самое ближайшее. Езжайте как можно скорее. Орел. Решка. То есть ты против, да? Почему? Надо сказать орел. Орел. 2 орла.